Ну что, прикормка наша готова. Мы ее доувлажнили, довели до нужной консистенции. Сейчас она у нас хорошо лепится, но при этом и разваливается. Так как мы нацелились на ловлю карпа, то прикормка у нас достаточно крупной фракции с добавлением кукурузы, хлопьев и разных крупных частиц. При ловле на штекер мы будем сегодня делать закорм с руки и с помощью прикормочной чашки. Для этого мы будем лепить шары двух размеров. Первый размер для прикорма с руки — это будет крупные шары. Вот примерно как апельсинчик, вот такого размера. Чашкой мы будем делать более компактные, маленькие шары. Вот такого размерчика, чтобы они у нас помещались в большую чашечку. Сегодня мы сделаем наш стартовый закорм, очень массовый. Примерно 70-80% у нас уйдет на стартовый закорм. Оставим себе совсем немножко, так как мы докармливать с руки уже больше не будем. Будем до корма использовать прикормочную чашку. Для этого нам много корма не потребуется. Будем смотреть по рыбе на чистоту докорма. Я думаю, что чашечка у нас будет раз в 15-20 минут. Поэтому оставим буквально пару жменек прикормочки. Все, сейчас приступаем к лепке шаров. Налепим 10 шариков под чашку и все остальное под руку. Почему лучше докармливать чашкой? Потому что карп — рыба пугливая в принципе, но корм любит, чтобы на голову ему падал. Чашка не вызывает никакой опасности у него, потому что когда прикормочку мы ее заводим непосредственно в место ловли и очень аккуратненько переворачиваем. Что нам это дает? Нету никаких всплесков, нету никакого пугания рыбы. И дополнительно к этому у нас идет очень точечное прикармливание. У нас корм падает ровно в ту точку, туда, куда мы опускаем оснастку. Так, ну что, мы закончили лепить шары. Сейчас остаточки прикормки, которые мы оставили на докорм, пересыпаем. И вот что у нас получилось. Это мы заводим с чашки, забрасываем с руки, а это оставили себе на докорм. Ну что, приступаем к кормлению. Сейчас мы присоединяем нашу чашку прикормочную к штекеру, выкатываем ее и как ориентир на нее будем кормиться. Сначала забрасываем шары с руки, а сверху на них будем закатывать уже более точечно чашкой.
руки мы уже закормили, сейчас докармливаем точечно чашечкой. Наши маленькие шарики ложим в чашку и закатываем. Очень точно стараемся и аккуратно в одну и ту же точку, выбрав ориентир на противоположном берегу, положить наш корм. Чем точнее мы его положим, тем более сконцентрированно рыба у нас будет стоять на точке. Место ловли мы уже закормили, оснастка у нас готова, прикормку на докорм немного оставили, так как и говорили ранее. Самое время приступить к ловле. Ловить мы сегодня будем на опарыша. Начнем с достаточно габаритной насадки, будем одевать по 3 штучки сразу, а там уже будем играться. Опарыша насаживаем за кончик, не возле хвоста, а возле морды, там плотнее у него кожица. Стараемся одевать так, чтобы не вытекла из него жидкость, и он как можно дольше оставался живой. Вот так это у нас выглядеть будет на крючке. И начинаем заводить нашу оснастку. Самое важное, наверное, при ловле карпа — это подача оснастки. Штекер позволяет нам добиться идеальной подачи к месту ловли. Мы можем опустить насадку с любой скоростью и в нужную нам точку. Что я делаю? Я даю нашей оснастке опуститься до киля, и когда остается крючку сантиметров 20 до дна, я начинаю очень медленно, буквально на выдохе, опускать насадку дальше. Все, насадку мы опустили, теперь не должно быть никаких дерганий, чтобы все было естественно. Это не скоростная рыбалка. Штекер мы ставим на бару и ждем поклевки. Если поклевки не последует в течение 3-4 минут, то мы будем подыгрывать нашей насадкой. Будем слегка поднимать ее и в точку ловли опускать по-новому. Вот сейчас у нас была поклевочка, которую мы, к сожалению, пропустили. Вот есть карп. Что значит правильная подача? Мы все сделали правильно и сразу получили поклевку. Сейчас не торопимся. Главное его убрать с точки прикормки, чтобы он не распугал нам оставшуюся рыбу там. Как только он сделал несколько своих первых рывков,
мы откатываем штекер, отсоединяем кит и уже китом продолжаем вываживать. Резина у нас растягивается идеально, мы никуда не торопимся. Карпик у нас в районе килограммчика, может быть чуть-чуть меньше. Приятный размер. Подсаку до последнего воду не опускаем, чтобы не пугать рыбу. Ждем, пока он нагуляется. И берем ее. Вот такая хорошая рыбка у нас получилась. Так как мы только что прикормили, то докорм из чашки производить сейчас мы не будем. Но в дальнейшем, после каждой рыбы, мы будем заводить как минимум одну чашку с прикормкой. Сейчас такой бойкий карпик. Даже не сразу понятно, покрупнее это или просто он бойкий. Самое главное, убираем его сразу с точки ловли и дальше занимаемся вываживанием. Вот сейчас он вообще пошел в берег. Молодец. Он просто спешит к нам. Ой, маленький, но приятненький. Сошел прямо возле подсаки. Ну ничего, бывает и такое. Хорошенький карпик. Ой, какой-то он сильно резвый.
Такой стандартный размерчик для этих мест. Бытует такое заблуждение распространенное, что это очень дорого и тяжело достать необходимые аксессуары. Да, это правда в определенной степени, если это касается какой-то большой спортивной рыбалки. Если мы говорим о любительской ловле карпа, карася или того же леща на течении, то в последнем времени появилось достаточно много бюджетных вариантов, которые можно приобрести. 9-метровый штекер буквально за 50-60 долларов и еще на 10 долларов каких-то необходимых аксессуаров в виде резины, лесенок и коннекторов. Поэтому, а для любительской ловли больше чем 9,5-10 метров штекер и в принципе и не нужен. Можно получать удовольствие, поэтому это сопоставимо с обычной 5-метровой маховой удочкой, я имею в виду в бюджетном плане, но удовольствие вы получаете в разы больше. Качество рыбалки переходит просто на новый уровень. Ну, как вы видите, карпик у нас ловится, хоть и не крупный, но в достаточном количестве. Что это значит? Это значит, что мы все сделали правильно, подобрали нужную оснастку, качественно промерили глубину, подача, то, о которой я вам рассказывал, рабочая, эффективная. Будем продолжать в том же духе. Если что-то будет у нас меняться по погоде, ветер начинает усиливаться, значит будем пробовать что-то менять. Пока все работает, так и продолжаем. Еще одно из преимуществ штекера — это то, что им можно ловить в любых водоемах. Это не значит, что его использование только на платниках. Нет, можно ловить водохранилища, реки, каналы, все что угодно. Единственное условие, необходимое для ловли штекером, это свободное пространство сзади. Вам нужно хотя бы 5-6 метров для того, чтобы его откатить. Все остальное — это одни сплошные преимущества. Можно ловить в жару над нависшими деревьями. Ни одна снасть вам не позволит сделать под деревьев заброс, а штекером вы сможете спокойно управляться.
Вот очередной карпик стандартного размера у нас клюнул. Бойкий, но мы его усмирили. Сейчас у нас небольшое затишье в клеве. Я решил завести пару чашечек с добавлением небольшого количества опарышей. Вот, кстати, еще одно преимущество штекера, что мы можем в чашку положить живые компоненты и доставить их непосредственно в место ловли. Другая снасть нам не позволит это сделать. И сверху ложим шарик прикормки. Заводим это все. Сначала у нас падает прикормка, а сверху высыпаем опарыши. Попробуем таким действием привлечь немножко крупнее карпа. Также возьмем более легкую оснасточку с поплавочком 0,4 грамма и сделаем глубину так, чтобы у нас крючок только чиркал дна. Очередной карп у нас клюнул. Не крупненький, но приятненький. Торопиться не стоит. Здесь ему коряг у него здесь нету, куда он может завести. Поэтому не спеша откатываем штекер, расстыковываем кит и потихонечку выводим его наверх. Ой, зеркальный хороший карпик. И берем его под саку. Сейчас он тут шипами цепляется.
Вот так вот бывает на рыбалочке. Пытался освободить карпа из подсаки, а он улетел. Ну ничего, значит судьба поймать больше, крупнее. Очередная поклевка карпика. Поплавочек мы наш облегчили, взяли другую оснастку 0,4 грамма. Решение было правильное. После этого сразу у нас последовала поклевочка. То есть даже, казалось бы, вот такой незначительный нюанс, как смена оснастки с 0,6 на 0,4 может поменять и принести поклевочку. Вот такой красивый. Не раз его уже ловили. Ну, то есть вот шип у него уже оголенный. Его даже уже где-то вырывали. Но он все равно продолжает клевать. Ну что же, друзья, в садке у нас достаточное количество рыбы. Давайте подведем итог. Ловили мы сегодня штекерной снастью на водоеме в Горенищах. Оснастки у нас были с поплавками 0,6 и 0,4 грамма. Основная леска 0,16. Поводки использовали длиной 30 сантиметров, сечением 0,12 с 12 номером крючка. Холоэластик использовали диаметром 2,1, 2,8. И тот показали себя великолепно на этой рыбе. Преимущество штекерной снасти, напомню вам еще раз, это возможность точечного прикармливания с помощью чашки, идеальная подача насадки вместо ловли и возможность с помощью глубиномера промерить идеально глубину в месте ловли и понять рельеф дна. А в следующей передаче мы с вами окунемся в детство, половим карасика маховой удочкой. С вами был Дмитрий Барсук. До новых встреч на телеканале Трофей. Ну что, придерживаясь принципа «поймал, отпусти», мы выпускаем всю пойманную рыбу. Помните, рыба не еда, рыба друг.